новый дом. И живу я вот в таком месте. Вот мой балкон. Вчера была полная луна, и я тут сидела полчаса где-то, просто наслаждалась видами на горы под уханье совы, наблюдала за всеми этими звездами красивыми, там еще река журчит. Конечно, место нереально красивое, тут такие скалы большие, красные. И здесь тусуются скалолазы. Очень много людей в кемпинге. Сейчас выходной. И, наверное, человек 50 хотя бы спят в палатках сейчас. Хотя ночью холодно. Вот туда все ходят лазать. Я сейчас туда спущусь, погуляю. А вон там стоит моя палатка. Вон она, моя хорошая. Так выглядит рай. На каждой скале куча людей. Все куда-то лезут. Уже очень холодно, и ночью температура опускается до 0. Посмотрим, как будет дальше, но я очень хочу поторопиться на юг. Еще даже не закатилось солнышко, а уже сильно холодает. Пора утепляться. В последний момент я успела купить спальник. Он рассчитан на -7. Вот. На -7 градусов Цельсия. Мой предыдущий был рассчитан только на +7. Палатку, кстати, я тоже купила новую. Во-первых, эта палатка более устойчивая к ветру и к дождю, потому что у нее со всех сторон она закрыта водонепроницаемой накидкой. У меня достаточно места, чтобы и работать здесь, сидеть, и все вещи свои сложить. Сплю я вот на таком надувном матрасике. Он хорошо защищает меня от холодной земли. Пока, во всяком случае. Очень классно. Сейчас ночь, но луна освещает весь парк. И все видно. Такая почти полная луна. Ой, не знаю, сзади меня она. Короче, очень холодно. Вот на мне 150 слоев одежды. Но все равно это не особо помогает. Сейчас залезу в спальник вот так с головой просто. Буду туда дышать. Я сейчас думаю, ладно, там одну ночь переночевать так, но мне предстоит еще ночей 10, пока я не доеду до Калифорнии. Я сейчас смотрела прогноз. И в озере Тахо такая же фигня, в Рено. Вообще во всех городах по пути вот такой дубак. И быстрее же я не поеду, мне 1000 миль ехать где-то примерно. Придумала себе приключений на задницу. Так выглядит идеальное утро. Coffee cup before the day begins. Don't go, stay a while, we'll slow it all the way. Очень замерзла. Сделала остановку в красивом месте. Сейчас покажу его. Вот эти черные камни вокруг меня, вот это все застывшая лава. Здесь было извержение вулкана, и остались вот такие лавовые поля. И напоминает немножко Коста-Рику. Там тоже рядом с активными вулканами есть такие бескрайние поля лавы. Но, если честно, здесь они даже больше. Вот что тут происходило.
Turn toward me and look so weak. I've never seen you with such tired eyes. Такое место, оно в жизни, наверное, поинтереснее, чем на видео. Что кажется, что я просто гуляю среди каких-то черных камней. Но когда ты понимаешь, что все это когда-то было лавой, и вот оно так застыло, и что здесь было извержение вулкана, и ты можешь вот прикоснуться к настоящей лаве, по-моему, это прикольно. Вот тут даже дерево выросло. Из ничего, по сути, из камня. Как-то же оно выросло, вот эти кустики. Сегодня я надеюсь проехать 150 миль, если все нормально, если я сильно не замерзну, и переночевать в классном месте, в пустыне, но там есть горячие источники. Пытаюсь распихать еду по мотоциклу. Вход идет каждое свободное местечко. Здесь высоко и одиноко. Туда, куда мне надо. Я еду по этой дороге сейчас и выезжаю сюда на трассу, и здесь уже где-то Калифорния начинается. Вот я доехала до первого городка. Какое-то все заброшенное немножко. Все магазины закрыты. Едем дальше. Маленький магазинчик по пути. Купила воды. Сюда ее прикрутила, что в кемпинге воды нет. И вот тут заправка такая. На карте это озеро, оно называется Summer Lake. Но что-то оно уже давно высохло. Вон коровы пасутся. Тут очень тихо, почти нет людей. Там машина раз в 15 минут проезжает. И очень красивые пейзажи. Я даже не думала, что будет так красиво. Я посреди пустыни, и здесь горячие источники. Я сегодня буду спать в палатке рядом с ними. Вот есть в этом домике, есть открытые источники, и это нереально красивое место. Посмотрите, сзади высохшее озеро, такая высокогорная пустыня. Городов нет вообще рядом, ничего нет рядом. Единственный плюс путешествия зимой — то, что можно купить много еды, и она не испортится, потому что ты, по сути, вот живешь в морозилке. Эта ежедневная рутина, она, конечно, немножко утомляет. То есть, по сути, мне каждый день нужно построить дом, приготовить еду, разобрать мой дом, достать вообще все вещи из этой сумки, потому что там нет лишних вещей, я всеми пользуюсь. Потом их обратно упаковать. Оно занимает время, оно занимает несколько часов моей жизни, но это плата за путешествие. Вот в этом домике находится большой бассейн теплый. Там люди купаются, не буду их снимать. Там открытые бассейны. Я жду, пока люди разойдутся, чтобы в них отдохнуть. Какая красота.
тут закрытый бассейн. Но он холоднее, чем тот, что снаружи. Раздевалочки. Классно. Я купила в магазине очень много еды. У меня тут на сегодня яблочко, сладости и сэндвич. Это место я нашла совершенно случайно. Я просто хотела уехать с больших дорог, и я решила уехать вообще в центральный Южный Орегон, где совсем нет людей, нет городов. Я ехала часа 3, наверное, и по пути мне встретилась всего там пара домов, каких-то населенных пунктов маленьких с одной заправкой, где не было бензина, и одним магазином. Когда вы видите, что солнце зашло за горизонт, у вас есть 5 минут, чтобы нацепить всю одежду, потому что резко станет холодно. Я уже начинаю привыкать снова к одиночеству. Первые дни после того, как мы расстались с Вано, мне было очень пусто. Мне как будто чего-то не хватало. И образовалась такая пустота, которую я не знала, чем заполнить. Мне было грустно, мне было одиноко, но одиноко в таком негативном ключе, когда ты не знаешь, зачем ты, кто ты. Но спустя пару дней я начала заполнять эту пустоту и начала заполнять ее собой. Я начала больше рефлексировать, задавать себе вопросы какие-то, более глубокие, что ли. Начала просто слушать этот мир, слушать тишину, потому что здесь, когда ты так далеко от всего, тишина настолько громкая, что ее можно услышать. Я нашла время просто попить кофе в тишине. Но когда ты в социуме или когда ты в городе где-то, твое время, оно заполняется какой-то суетой. Твое внимание рассеивается, и ты перестаешь слышать себя, ты перестаешь замечать себя. И очень легко в этот момент запутаться, не услышать себя, не услышать, что тебе реально важно, а наоборот принять точку зрения другого человека, последовать его мечтам и планам. Сейчас говорю не про Вано, а вообще в целом. И я так очень часто делаю. Я всегда начинаю немножко подстраиваться под других людей. Это не значит, что мне хорошо одной, что я такой одинокий человек, который не любит других людей. Мне очень нравится проводить время с другими людьми, потому что ты наполняешься ими и проживаешь эти эмоции в 2 раза сильнее. Ты вроде их делишь с другим человеком, но при этом они приумножаются. Одна я не проживаю такие яркие эмоции. Мне не с кем посмеяться, мне не с кем пообщаться. Но побыть недельку одной, может 2 недельки, и вот так вот отдохнуть, глобально так как-то, перезагрузиться, переварить, что-то о себе узнать новое, это мне очень нужно. Ой, там вылезает большая луна. Блин, сейчас покажу. Смотрите, кто показался. Красиво. Кроме этих комаров, очень злые комары. Делаю немного горячего чая, потому что, чтобы ночью не замерзнуть. Сегодня по пути я останавливалась на заправках, маленькой кафешке посреди ничего. Здесь в кемпинге пообщаться успела с людьми. И, конечно, каждый меня спрашивает про скутер, потому что это как минимум необычно. На скутерах по Америке мало кто путешествует, тем более у меня номера из Южной Дакоты, а это 1000 миль отсюда. Плюс зима.
Плюс я девочка, да еще и иностранка. Короче, вот этот весь микс, он вызывает много вопросов. И ко мне очень радостно подходят люди с таким удивлением, типа, а ты правда приехала из Южной Дакоты? И вот этим всем встречным людям я рассказываю про какую-то девочку, которая едет с палаткой на скутере по США, а потом я понимаю, что это я. И это очень странное ощущение. Это очень вдохновляет, и начинаешь верить в себя. Хотя я до сих пор не верю, что это я. Вот здесь, посреди пустыни, варю себе чаечек, чтобы не замерзнуть ночью в -3. Потому что когда я на нем еду, еду и еду, и вроде нет такого ощущения, что я делаю что-то там большое. А когда людям рассказываешь, как меня там эвакуировали посреди урагана, как я ночевала в палатке, как я проехала много штатов на этом маленьком скутере, как меня ветром вот так по дороге мотыляет, как я еду медленно по каким-то вот дорогам посреди Америки, куда сами американцы редко заезжают. И я сама как бы снова проживаю эти моменты и немножко их так осознаю, наверное, и немножко праздную, что ли, поздравляю себя с ними. Конечно, много вопросов вызывает моя поездка. Во-первых, почему скутер? И ответ на это очень простой, потому что я ничего не умею водить. У меня нет прав на машину, я никогда не была за рулем машины. Я сдала на права на мотоцикл, но у меня нет опыта вождения вот этих всех передач, переключения. А скутер я успела поводить в Азии. Там одну кнопочку нажал, и он едет. Это я хотя бы научилась. Мне очень хотелось путешествовать, а в Америке путешествовать без своего транспорта не вариант. Ты можешь доехать только до больших городов, а до всяких нацпарков, и тем более до таких мест, как это, можно доехать только своим ходом. Мне не хотелось ждать, когда кто-то из друзей поедет куда-то и подвезет меня. Мне хотелось поехать в собственное путешествие. Ой, сейчас закипит. Конечно, это, если есть возможность попутешествовать с другими людьми, я с радостью это делаю. Но для своего собственного путешествия мне нужен был собственный транспорт. И, честно, я думала о велосипеде, потому что он когда попроще. Но далеко я на нем не уеду, а я хочу ехать далеко. И поэтому я взяла скутер. Но даже в самых своих смелых мечтах я не думала, что я проеду на нем несколько штатов, несколько тысяч миль, и что это продлится до середины осени. Я, если честно, думала, что я покатаюсь пару недель, там месяц доеду до парка Йеллоустоун, а дальше у меня были другие планы на лето, которые не исполнились уже не по моей вине, не из-за меня. И так я оказалась посреди Америки, в национальном парке со скутером и без планов на ближайшие полгода. И я просто решила продолжить ехать. И так как-то день за днем я просто куда-то еду. Конечно, я куда-то приеду. Сейчас я хочу доехать до тепла, до Калифорнии. И там, наверное, где-то расслабиться, отдохнуть, осесть где-то на какое-то время. И просто выдохнуть и переварить все эти впечатления. Очередная ночь в палатке в -3. На мне вся одежда, которая у меня только есть. Шарф. Вот один слой, второй слой, третий слой, четвертый слой, еще один слой, 2 пары штанов, 2 пары носков и спальник. И все равно пипец холодно. А ночь еще даже не началась. Ночью было так холодно, что байк покрылся инеем. Ну вот и новое утро. Мой байк покрылся инеем. Наверное, я тоже покроюсь инеем, если здесь буду сидеть. Поэтому я пойду в горячий источник и пить кофе. Сейчас он заварится,
И буду лежать там, отмокать, ждать, пока планета прогреется. Правда, там на источниках до 8 нудистское время. Так что не знаю, смогу ли я там поснимать, если там какой-нибудь мужик с без трусов сидит. Ну, посмотрим. По идее, все еще спят. Может, я там буду даже одна. Мне повезло, тут никого нет. И вот такой. Очень горячий. Реально очень кайфовый. Так классно. Вообще. И утром, таким холодным утром, так классно просто вот тут в горячей ванне. Так, на природе. Ну, красота же. Для этого и стоило путешествовать. Стоило сюда ехать ради таких моментов. Класс. Is that the hottest tub? Yeah. Вот таким должно быть утро. Котелочек. These days the night shift cutie at the truck stop knows my name. Threw the candle in the midnight oil and lit up the honky-tonk highway. I see Я the на sun самой come up, пустынной 'cause I дороге ain't Орегона. been Это there. 395-я трасса. Gonna have my name И cut вокруг into меня stone вообще when I никого lay my нет. head. Городов нет, людей нет, никто No мимо rest не for the едет. wicked, at least И for a тут few такие горы, вон там miles. высохшее I'm озеро. running wild. Очень классно. И потеплело наконец. Сегодня плюс 23 днем. Так что я подбираюсь к лету. But I got bad down to my bones. Don't know where I'm gonna go, sweet child. I'm running wild. I'm running wild. Always been a Мой runner, пятый never штат на been one скутере. to settle Калифорния. down. Я наконец-то добралась. Life in the backwoods, looking for ways out of a one-horse town. I found a six-string ticket and jumped that westbound. Я в каком-то немного странном городе. Только заселилась в мотель, такой как из фильмов. Вот так он выглядит. Вот будет моя комната. Какое прикольное место. Просто гуляют олени возле отеля. Комнатка вполне себе прикольная, уютная. But all this time I'm hoping for a sunny day. А я еду дальше, вслед за летом, как перелетная птица. Я не знаю, куда приведет эта дорога. Каждый день для меня как чистый лист бумаги. А может, смысл не в том, куда я еду, а в том, что я еду. Я верю, каждая дорога знает, зачем она меня зовет.